Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. В основном вопросы задают на тему получения ВНЖ, релокации, инвестиций и также по поводу путешествий. Поэтому я решила, что сегодня мне будет помогать мой муж и партнер Олег. Будут общие какие-то вопросы, такие, относительно общие, а потом я придумаю сама несколько. Может, какие-то можешь подсказать мне что-нибудь? Слушай, можешь вообще с какой-то там, даже если неожиданные будут, очень разная информация появляется в интернете, и люди спрашивают, так все-таки паспорт дают, и нет, можно просить паспорт не проживая на территории Португалии, или нужно проживать. Да, а я это все объясню, как можешь. Значит, вопросов много, в принципе, да, но есть как бы такие основные темы. Есть конкретные вопросы и есть такие более обобщенные. Например, значит, первый такой интересный вопрос: почему инвестировать в недвижимость лучше в Португалии? Хорошо, давай попробуем разобраться. Ну, во-первых, всем добрый день. Как Люция сказала, меня зовут Олег. Мы уже 20 лет вместе, и мы уже очень много лет занимаемся бизнесом, непосредственно в сфере недвижимости. Что касается конкретно вот этого вопроса, на самом деле это достаточно часто задаваемый вопрос из-за того, что есть разные виды инвестиций, которые подходят под самую главную инвестиционную программу, которая есть в Португалии, это «Золотая виза». И зададут этот вопрос почему? Потому что на самом деле можно инвестировать не только в недвижимость. Но если мы обратимся к статистике, по разным данным, 96-97% инвесторов выбирают именно недвижимость. И когда я говорю, даже общаюсь с нашими клиентами и задаю им этот вопрос, а почему вы решили именно в недвижимость вложить, обычно ответ такой: это можно пощупать. То есть это можно понять. Я покупаю что-то, и я понимаю, что я покупаю. Да, есть клиенты, которые с нами инвестируют в венчурные фонды. Есть клиенты, заинтересованные инвестировать, например, в португальские компании. Но недвижимость – это вот то, что люди лучше ощущают. И считается все-таки, я с этим абсолютно согласен, что недвижимость – это более стабильная инвестиция. Недвижимость дает нам ощущение того, что мы владеем чем-то. Да. А почему в Португалии? В первую очередь, наверное, из-за того, что здесь достаточно стабильная сейчас экономика, то есть после кризиса 2008 года Португалия очень хорошо от него оправилась. И, конечно же, не последнюю роль играет то, что в Португалии можно получить вид на жительство за инвестиционную активность. Да. Очень многие наши клиенты выбирают Португалию именно по этой причине, потому что в сравнении с другими программами «Золотая виза», которые есть в других странах, у Португалии все-таки есть неоспоримые преимущества. И не надо забывать, что получив ВНЖ по золотой визе, по программе «Золотая виза» в Португалии, через 5 лет, не проживая на территории Португалии, можно получить паспорт, что тоже очень важно. Дальше. Значит... Кстати, про паспорт. До того, как задашь следующий вопрос, опять же, многие спрашивают, правда ли это, что можно получить паспорт. То есть многие клиенты спрашивают вообще прямым текстом: кто-то получал? Да, получали. И наши клиенты в том числе. И даже те, которые не проживали на территории Португалии. Потому что в интернете появляется очень много разной информации о том, кому дают паспорт, кому не дают. Да. И самый важный момент, который нужно понять, это то, что мы говорим про два разных закона. Один закон о золотой визе, и мы тогда говорим про вид на жительство. Золотая виза – это такое народное название. И другой закон о гражданстве. А вот для того, чтобы получить гражданство, вернее попросить гражданство, надо 5 лет владеть карточкой ВНЖ, причем любой, не обязательно золотая виза, и сдать тест португальского языка уровня А2. Все, не обязательно проживание в стране. Хорошо, дальше вопрос по релокации. Спрашивают, в принципе, можно его обобщить, с чего начать? Ну, с чего начать? Для того, чтобы решить, с чего начать, сначала нужно правильно выбрать, куда мы хотим прийти. Да, то есть есть разные программы, которые можно использовать для того, чтобы, скажем, переехать в Португалию. И это все зависит от того, какие цели перед собой ставит человек или инвестор.
Это может быть даже не инвестор, потому что есть программа для финансово независимых лиц, да, там всем известная или многим известная D7. Есть золотая виза, есть виза по рабочему контракту D1, D3, есть D2, виза по бизнесу. Конечно, в каждом, это вообще может получиться очень длинный разговор, но если коротко ответить, с чего начать, зависит все-таки от выбранной программы. Как пример, если это золотая виза, то, наверное, все-таки первый шаг и самый важный шаг – это правильно выбрать юриста, который будет сопровождать клиента на протяжении всего этого пути. Если это D7, ну, многие справляются и сами, хотя я все-таки считаю, что любое дело лучше поручить эксперту в этой области. Но если мы говорим про D7, нельзя подать документы на D7 без открытия счета в банке. То есть, наверное, нужно все-таки начинать с открытия счета в банке. А чтобы открыть счет в банке, сначала нужно сделать налоговый номер. Все взаимосвязано. Я хочу добавить просто, что у нас есть юридический отдел, мы занимаемся всеми вопросами с этим связанными. И в принципе здесь, ну, я понимаю, что это субъективно, но все-таки вначале нужно начать с того, чтобы обратиться к профессионалам, к риэлторам, выбрать компанию, обратиться к ним, объяснить, что вы хотите, а они дальше уже помогут и будут вас вести. Ну, как ты знаешь, у нас успешных кейсов очень много. Мы только в прошлом году и только по программе «Золотая виза» закрыли 79 кейсов. Очень трудно кого-то особо выделить. Наверное, для того, чтобы понять все-таки успешность одного или другого кейса, нужно все-таки немножко дальше смотреть. Не за прошлый год, потому что прошло очень мало времени. Но вот мы, когда начинали заниматься золотыми визами, у нас было несколько клиентов из Китая. Да, помнишь, вот клиенты, которые купили с нами дом и квартиру, Да. чтобы, скажем так, перешагнуть через рубеж 500 тысяч евро. Да. Я как сейчас помню, квартиру мы продали за 116 тысяч, а вот дом, кажется, продали за 448. Через 6 лет они выставили на продажу и продали квартиру за 175, а дом за 650. Ну, я думаю, что успешный Хороший, кейс. успешный кейс, да. И, между прочим, все эти 6 лет мы Да. арендовали эти два объекта, и они еще и получали аренду в течение всего этого времени. Ну, можно Да. очень много кейсов привести. У нас практически нету неуспешных кейсов, у нас все успешные. Мы стараемся. Ну, очень. В общем-то, основная причина, для чего люди делают ВНЖ Португалии, это как раз для путешествия. Но если ВНЖ дает право путешествовать по странам Евросоюза и Шенген-зоны, то гражданство, которое можно просить после 5 лет владения ВНЖ, уже дает право путешествовать без визы или по электронной визе в 184 страны. Но еще есть один момент важный, который надо отметить, что даже ВНЖ дает определенные права не только по Шенген-зоне, потому что у нас есть несколько клиентов, которые сделали ВНЖ Португалии для того, чтобы просить ту же американскую визу не, например, в Москве, а именно в Лиссабоне. А ВНЖ в Португалии уже дает право просить американскую, как и другие любые визы, в посольствах стран, которые имеют посольство в Лиссабоне. А сколько можно заработать на инвестициях и какие минимальные вложения в инвестиции? Конечно, от бюджета зависит в первую очередь, какой составляет бюджет на инвестиции. Ну и зависит также, это на золотую визу можно купить определенные типы объектов с определенной доходностью. Если не привязываться к золотой визе, если мы говорим чисто о инвестициях, это уже будет немножко другие объекты. Ну и, конечно, зависит от сумм. Но здесь, наверное, надо правильнее всего разбить инвестиции на две группы. Инвестиции под пассивный доход и активный доход. Если мы говорим о пассивном доходе, то есть для тех, кто не знает, пассивным доходом, например, можно считать доход с аренды, то есть человек вкладывает деньги и, собственно говоря, ничего больше не делает. Он не занимается бизнесом, он сдает в аренду, ему приходит какой-то пассивный доход. Здесь, конечно, от объекта зависит, насколько хорошо он куплен, в первую очередь. Очень многое зависит от локации. Но рассчитывать можно, скажем, у нас диапазон примерно от 3 до 7% годовых.
Чем больше бюджет, тем лучше можно приобрести недвижимость и, соответственно, рассчитывать на большую доходность. Но если мы говорим про активный доход, то есть, например, инвестиции в какие-то девелоперские проекты, то тут цифры совершенно другие. На самом деле есть разные проекты, даже вот у нас в наличии есть сейчас проекты, которые могут принести от 20 даже до 50% годовых. Все зависит, опять же, от разных факторов, но в первую очередь зависит от локации недвижимости. Вообще, не я сказал, но это очень известная такая, назовем это поговоркой, что главные три фактора при покупке недвижимости – это локация, локация и локация. Так, следующий вопрос. Давай. Значит, обязательно ли приезжать в Португалию, чтобы начать процесс золотой визы? И если не обязательно, то как идет процесс? Ну, ты знаешь, что 90% наших клиентов, собственно говоря, в Португалию не приезжает аж до сдачи биометрических данных. То есть весь процесс мы практически можем сделать дистанционно. И налоговый номер, и открытие счета в банке. Если счет в банке открыть не удается, у нас есть трастовый счет, который мы предоставляем в пользование клиентам бесплатно. Далее, выбор недвижимости, сопровождение сделки, это тоже можно сделать дистанционно. Собственно говоря, практически все до сдачи биометрических данных. Ну, на биометрию СЕФ делает специальное приглашение, правильно? Да, если у клиентов уже есть какая-то шенген-виза, они могут по этой шенген-визе приехать и сдать биометрические данные. Если ее нет, а сейчас в некоторых странах с этим большие проблемы, то консульство Португалии открывает шенген-визу. В данный момент они открывают на 21 день, и сроки совпадают именно с приглашением на биометрию. На биометрию должна приехать вся семья. Этот вопрос звучит часто. В основном причина в том, что в некоторых семьях есть, например, новорожденные. Да? Ну вот, к сожалению, так. Все должны приехать и сдать биометрические данные. Все, кто подается, на золотую визу. Да. Следующий вопрос. Спрашивают, куда лучше инвестировать, в Порту или в Лиссабон? На самом деле, два главных города Португалии, ну, здесь мнения разделяются. С одной стороны, Лиссабон – это столица. И многие эксперты считают, что вот нету ничего лучше, чем инвестировать в столицу. Я не хочу ни в коем случае обидеть кого-то, кто инвестировал в Лиссабон, потому что в целом я с этим согласен. Но цифры говорят другое. Если мы посмотрим статистику роста цен в Порту и в Лиссабоне, что у нас получается? 2020 год, ковидный год, ну, наверное, самый сложный не только для риэлторов, а для очень многих индустрий. И все же, даже за 2020 год в Лиссабоне цены поднялись на 1,5%, но в Порту они поднялись на 6,1%. Если мы возьмем статистику за 2021 год, в Порту цены выросли на 7,9%, а в Лиссабоне на 3,4%. Не все так просто. С одной стороны, Лиссабон, конечно, это мегаполис, это столица Португалии. С другой стороны, он чувствует серьезную конкуренцию от Порту, который развивается гораздо более быстрыми темпами, чем Лиссабон. Ну, очень часто, на самом деле, очень часто у меня спрашивают, задают такой вопрос. Сейчас здесь, на месте в Португалии, кто уже, например, имеет какую-то недвижимость, португальцы тоже спрашивают. И когда мы ездим на выставки, у нас тоже это спрашивают. Как вы думаете, будут ли продолжать расти цены на недвижимость в Португалии в следующем году? Ну, я практически в этом уверен, хотя, конечно, ни я, никто другой не могут претендовать на роль Нострадамуса, но есть определенные факторы, которые все-таки показывают, что цены расти будут. Самое главное – это то, что на данный момент спрос очень серьезно опережает предложение. То есть у нас сотни клиентов, которым мы, можно сказать, днем и ночью ищем какие-то интересные объекты, и не всегда это легко найти подходящий объект, потому что их просто на рынке очень быстро раскупают. Очень часто бывают такие моменты, когда вот мы берем новостройку на продажу, новостройка еще на стадии котлована, и уже все продано. И когда уже подняли один этаж, уже начинают перепродавать. И перепродают, потому что, несмотря на то, что продают дороже, спрос все-таки
оправдывает эти цены. Да. Ну, это во-первых. Во-вторых, если говорить о золотой визе, о программе «Золотая виза», изменения были сделаны 1 января, и обычно вот у нас было в 2015 были изменения в законе, сейчас вот в 2022. То есть это на несколько лет. Каждый год у нас этот закон не меняет. А это все-таки помогает держать определенный спрос на хорошем уровне. И надо понимать, что после этих изменений сейчас нельзя под золотую визу купить жилые помещения, то есть жилую недвижимость в большинстве прибрежных зон и в больших городах. И очень многие сконцентрировались на инвестиции в нежилые объекты. Вот нежилые объекты, могу сказать, точно можно инвестировать вот прямо уверенно, потому что они точно будут держаться на хорошем росте. Так, дорогие друзья, ну на сегодня мы закончим с нашими вопросами и ответами, но мы ждем ваши новые вопросы. Пожалуйста, пишите, спрашивайте нас, а мы будем отвечать. До следующего раза.